Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Это видео мы начнем с преимуществ арочного моделирования, то есть ногти, арка которых составляет 40-50% от круга. Такие ногти выглядят красиво и они более прочны в отличие от плоских ногтей. Но сегодня речь пойдет не о стандартном наращивании, а при помощи верхних арочных форм. Это не те формы, снимая которые вы увидите сразу готовый ноготь. Хорошая альтернатива для новичков. В видео рассмотрим два способа моделирования: быстрый без опила и более долгий выкладной френч. Поехали! Перед наращиванием необходимо выполнить маникюр. Отодвигая кутикулу апельсиновой палочкой, раскрывая карман. Алмазной насадкой пламя с красной насечкой счищаю триги и подготавливаю кутикулу к дальнейшему срезу. Удаляю кутикулу ножничками. Если вы боитесь размахрить маникюр, вы можете сначала опилить ноготь, а затем срезать кутикулу. Снимаю глянец ногтевой пластины при помощи пилочки с абразивностью 180-240 грит. Следите за тем, чтобы не оставалось глянцевых участков ногтя, так как это может провоцировать отслоение материала. Как правило, мастера в боковых стенках недостаточно зачищают ноготь, и в этом месте в первую очередь появляются отслойки. Вот так выглядят ноготки перед тем, как приступить к нанесению материала. Тщательно обезжириваю, чтобы не было пыли. На большом пальце моей модели ноготь деформированный. Мы видим большую белую лунулу. Это говорит о том, что мы должны работать предельно аккуратно в этой части, без давления. На удивление, предыдущий мастер делал не комбинированный, не аппаратный маникюр, а классический. Это еще раз говорит о том, что могут возникнуть деформации даже от сильного давления, например, пушером. Для подготовки ногтевой пластины наношу дегидратор. Он позволяет убрать излишнюю влагу с глубинных слоев ногтевой пластины. В гель-лаковой системе обычно я работаю без него. Теперь бескислотный праймер. Он необходим для того, чтобы еще больше улучшить сцепку с натуральной ногтевой пластиной. Очень тонко, не наслаивая. В качестве базы использую базу для гель-лака, но ту, которая имеет хорошую адгезию, то есть достаточно липкая. Мы будем выполнять моделирование при помощи арочных форм. Это не совсем обычные верхние формы, я их больше назвала жидкими типсами. Эти формы от марки Formula Profi, и их всего 50 штук в наборе, но они являются многоразовыми. Они изначально арочные и имеют крутую поперечную арку, приблизительно в 50% от круга. То есть это удобная альтернатива арочному наращиванию на бумажные формы. Сами формочки достаточно прочные, упругие. В принципе, даже при необходимости, если попытаться поджать, можно сделать такие узкие формы, как миндаль или современный миндаль. Но сегодня будем делать квадрат. Изначально подберем формы, соответствующие размеру ногтя. Ставим формочку только на свободный край. У кутикулы будем достраивать уже далее материалом. Такой метод намного быстрее, чем начинающему мастеру учиться вырезать бумажные формы. Слежу за тем, чтобы боковые стенки ногтя были закрыты, сильно форму не продавливаю, лишь слегка нажимаю. Если ногти модели арочные, то формочка будет выскакивать немного.
поэтому необходимо правильно подобрать размер. Это у меня 8, значит можно посмотреть побольше, 7. Она уже так сильно не выскакивает. Оставим ее. Вы спросите, в чем же отличие обычных верхних форм от арочных, кроме самого поперечного изгиба? Это продольный изгиб, который мы формируем сами, это быстрая подложка под аквариумные дизайны и выкладной френч, это экономия времени мастера без муторного вырезания форм, и это экономия ваших средств, так как формы являются многоразовыми. Про обычные типсы мы даже не говорим, так как это всегда либо плоские ногти, либо толстые. Что касается минусов, то к ним относятся невозможность контролировать угол формы, так как поднимая ее вверх, нижние параллели взлетят и будет зазор между натуральной ногтевой пластиной и материалом, и нижние параллели у вас будут взлетными. И, конечно, неудобно просушивать материал, придерживая форму, чтобы она не слетела. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться к обучению и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов для начинающих и опытных мастеров по цене одного с получением сертификата. Теперь они доступны по всему миру. Для подробной информации переходите по ссылке в описании. Слежу за тем, чтобы боковые стенки ногтя были плотно закрыты формой. Саму форму ставлю приблизительно на 1/3 ногтевой пластины. И важно, не буду ее опускать вниз, чтобы ногти не получились клюнувшие, а необходимо плотно прижать, чтобы нижняя параллель выходила из точки вроста и была параллельно центральной оси пальца. Подложку для таких ногтей вы можете выполнять как при помощи акригеля, так и геля для моделирования. Гель удобнее в том, что будет ложиться более тонко, в отличие от акригеля. А акригель, в свою очередь, удобен тем, что формочка не будет соскакивать и ее будет достаточно просто сушить в лампе. И, конечно, такой вариант с прозрачной подложкой максимально актуален для выкладных аквариумных френчей, где нам требуется прозрачность кончика. В качестве подложки вы можете взять как прозрачный гель, так и камуфлирующий. Сейчас мизинец и указательный мы смоделируем под лак, а на безымянном и среднем выполним выкладной френч. Удобно, что в форме есть разметочки. Набираю небольшое количество материала и тонким слоем распределяю внутри формочки. Самое главное, чтобы материал хорошо лежал по боковым стенкам. Если будет прозрачная подложка, то боковые стеночки будут очень тонкими и впоследствии сломаются. Немного кисточкой убираю с контактной зоны гель, для того, чтобы его не было очень много, не было бортика. Вот так должна выглядеть наша подложка. Не прозрачная, но и не плотная. Не делайте толстый объем материала. Ставим на ноготок, следим за тем, чтобы формочка у меня не падала вниз и чтобы не было воздушных пузырей. Если я отпускаю форму, то мы видим, что она просто падает. Поэтому здесь кроется минус этих форм, неудобства при работе с гелем, что ее необходимо держать. Это не очень просто, так как мне сейчас нужно взять лампу и накрыть сверху ноготок. У меня где-то была небольшая лампа, но не смогла ее найти. Очень удобно, если у вас будет такой карманный вариант лампы. Она у меня была в виде телефонной трубочки, напоминающей чем-то сотовый телефон. Немного зафиксировала. И отправляю уже руку модели на просушку на 30 секунд. За 30 секунд материал уже успеет схватиться, у нас будет возможность снять пластиковую форму и, возможно, даже немного поджать подложку, если ногти у вашего клиента широкие. Зажимаю свободный край, формочка отходит, и у нас вот такая арочная, тоненькая подложка. Предлагаю сделать еще одну такую подложку на указательном. Наши тоненькие арочные подложки снимаю липкий слой и придаю форму свободному краю. В этом моменте самое главное не снести ваши красивые нижние параллели.
Иначе ноготок получится не арочным, а просто салоном с небольшой аркой. Убираю пыль. И теперь выкладываю материал в технике без опила. Для этого подойдет гель, который средний по консистенции и самостоятельно разравнивается. Промазываю ногтевую пластину, чтобы гель самостоятельно распределялся. Набираю большую моделирующую каплю, ставим на наивысшую точку. Кончиком кисточки распределяю материал около кутикулы, чтобы был плавный переход. Пальчик держу, немного наклонив вниз, и материал сам распределяется на свободный край. Вижу, что материал быстро стекает на боковые стенки, ноготь получается широким, это смотрится некрасиво. Поэтому переворачиваю руку и тонкой кистью помогаю материалу распределиться правильно. То есть вот так просто, без лишней пыли, без поверхностного опила мы с вами быстро смоделировали ногти. Теперь нам остается покрыть их цветом или, например, нарисовать френч и далее нанести топ. Наши ногти уже готовы. Это экономит массу времени. Если поперечная арка получилась раскрытой, вы можете поставить прищепочку для фиксации и досушить в таком положении. Если есть наплывы в контактной зоне, вы их можете зашлифовать пилочкой или затеки материала выпилить при помощи насадки. Дальше выполняем все то же самое. На безымянном и среднем сделаем подложку из прозрачного геля. На среднем пальце последняя фаланга уходит в сторону, разворачиваю в другую сторону, чтобы визуально ноготь был ровным. Зафиксировала в лампе и без дополнительной просушки моделирую ноготок на безымянном. А потом два ногтя сразу вместе просушу. Зажимаем свободный край и аккуратно отделяем. Если изначально вы подложку сделали очень тонкую, то она может сломаться на этом этапе, будьте внимательны. Обезжириваю подложку, снимаю липкий слой, убираю пыль. Приступаю к выкладке удлинения. Его я буду делать при помощи акригеля. Плотно прижимаю акригель по периметру ногтя. Вытягиваю язычок удлинения и подбиваю его кистью, чтобы сформировать ровный бортик моей улыбки. После просушки для большей четкости линию улыбки опилю ее при помощи пилки. Делаю длинные движения. Бортик удлинения прокрашиваем цветным гель-лаком. Нам захотелось нежного маникюра, поэтому выбрали розовый цвет. Когда мы прокрашиваем бортик, улыбка приобретает еще большую четкость. Следующим этапом на палитру ставим прозрачную каплю геля. В нее добавляем различные цвета гель-лака, гель-краску белую и для мерцания блестящий гель. При помощи апельсиновой палочки размешиваем цвета, но не делайте очень много движений. Набираем материал на кисть и переносим на ноготь, создавая эффект мрамора. Не торопитесь, дайте материалу самостоятельно стечь с кисточки. А излишки мы подтягиваем кистью там, где нам это необходимо. На мой взгляд, маловато розового, поэтому тонкой кистью еще немного его добавлю. И дублируем на втором ногте. На этом этапе ставлю прищепочки для того, чтобы подложка не была такой раскрытой.
Достраиваю архитектуру прозрачным гелем у кутикулы, там, где мне не хватает апекса, и на свободном крае. На большом деформированном пальчике буду выполнять подложку при помощи акригеля. Также хочу вам показать, как делать эту технику. Ставлю небольшой шарик акригеля, распределяю по форме, вытягиваю длину. Следите также за толщиной, чтобы не было прозрачности на боковых стенках. Убираем излишки. Под различные аквариумные дизайны, витражные, также можно использовать прозрачный акригель. Но, как правило, все равно он ложится более толсто, в отличие от геля для моделирования. Вместе с акригелем, в отличие от геля, форма так быстро не соскакивает, нам удобнее ее придерживать. Подложка получается более прочная. Важный момент, чтобы не было воздушных пузырей в контактной зоне. Так как ноготь имеет деформации, проще будет выстроить архитектуру при помощи этого же акригеля. Ставим каплю ближе к кутикуле. На свободный край уже не перетягиваем акригель, так как у нас толщину формирует подложка. Хорошенечко придавливаю акригель по периметру ногтевой пластины. Оставляю материал на наивысшей точке на апексе. И стягиваю материал на нет. Стараюсь очень хорошо распределить и выгладить акригель, для того, чтобы мне его не опиливать. Снимаю липкий слой и приступаю к опилу на тех ногтях, на которых у меня выкладной френч. В целом, на удивление, метод мне понравился, хотя я предпочитаю классическое моделирование. Пишите в комментариях, что думаете вы. Всем успехов! Пока-пока!